Сегодня отмечается небывалый всплеск интереса армянских футбольных болельщиков к своей национальной команде. Во многом это связано с приходом нового главного тренера, а также новыми лицами сборной. Недавний выпуск о молодых футбольных талантах с армянскими корнями только подтвердил актуальность этой темы. Многие из вас в комментариях предлагали свои варианты для усиления нашей команды. Как я обещал, этот выпуск посвящен знакомству новых талантливых ребят, готовых в будущем или сейчас усилить сборную Армении. В списке присутствуют фамилии, которые указывали вы в своих комментариях, так что призываю проявить активность и писать еще варианты в комментариях под этим видео. Начнем с самого обсуждаемого кандидата из этого списка – 18-летнего вратаря Артура Каныгляна. Юный Каныглян стал бы для Армении реальным усилением, ведь вратарская позиция прямо сейчас самая уязвимая. Нельзя сказать, что Бегларян, Бучнев или кто-либо еще надежно выполняют свои функции. Конечно, юному бразильцу с армянскими корнями еще предстоит состояться как футболисту и как личности, но Валерий Петраков уже сейчас заинтересован в вызове Каныгляна и лично попросил Армянскую федерацию футбола заняться документацией талантливого футболиста. Другое дело, что сам Каныглян может не согласиться, ведь он уже сейчас регулярно вызывается в юношеские сборные Бразилии, соответственно он на карандаше у местных специалистов. Артур является воспитанником клуба «Гремио», ныне выступает за ее молодежную команду до 20 лет. Имеет рост 180 см, специалисты отмечают отменную реакцию на линии и уверенность на выходах. А вот с выбором позиции пока есть проблемы, но можно надеяться, что с опытом этот навык улучшится. Остается надеяться, что наша федерация также профессионально подойдет к этому вопросу, как в случае с Гранд Леон Ранусом, и сумеет убедить Каныгляна принять вызов в национальную команду Армении. Нам он очень нужен. Продолжим вратарскую тему и поговорим о Диего Мильяне из Уругвая. Диего – воспитанник известного уругвайского клуба «Данубио». Ныне основной вратарь клуба «Альянс Атлетико Сульяна», куда он перешел из Депортиво Муниципаль в этом сезоне за 400 000 евро. Мильяну уже 31 год, и это на самом деле плюс. В отличие от Каныгляна, это не футболист на перспективу, а реальное решение вратарской проблемы прямо сейчас. У него колоссальный опыт в высшей лиге Уругвая, отличная прыгучесть и реакция, великолепная игра на выходе 1 на 1. В 31 Диего уже навряд ли получит вызов в сборную Уругвая, поэтому вполне можно надеяться, что он согласится на вызов в сборную Армении. Для него это отличная возможность выйти против лучших команд Европы. А для нас реальное усиление. Из далекой Южной Америки переместимся в Россию, откуда в последнее время много футболистов включаются в состав сборной Армении. Стоит обратить внимание на 21-летнего Степана Уганесяна. Воспитанник подмосковного «Сатурна» с 2018 года отчислится в молодежных командах московского «Спартака». Уже в 19 лет полузащитник дебютировал за основную команду «Спартака», а сейчас на правах аренды выступает за Оренбург. В нынешнем сезоне за его плечами 12 игр в Премьер-лиге, 1 голевая передача. Степан – классический центр-хав, является связующим звеном между средней линией и атакой, обладает хорошими атакующими навыками, бьет с любой дистанции и охотно пускается в дриблинг. Сейчас в середине поля в сборной Армении довольно высокая конкуренция, однако Оганесян как минимум расширит выбор на эту позицию, позволив тренерскому штабу более вариативно влиять на матч во время замен. Футболист регулярно вызывается в молодежную сборную России, но думается, что его вполне можно переманить в основную команду Армении. Следующий футболист в нашем списке является гражданином Грузии, выступающий в Голландии. Речь о 19-летнем Ираклии Егояне. Футболист родился в Тбилиси. В раннем возрасте с семьей переехал в Голландию. Свои первые шаги в футболе начал делать в легендарной академии Аякса. Затем перешел в Твенте, за молодежную команду которой ныне выступает. Егоян – центральный атакующий полузащитник, имеет хороший дриблинг и поставленный удар. Он вызывается в молодежную сборную Грузии, поэтому есть смысл вызвать его на какой-нибудь товарищеский матч основной сборной Армении с целью застолбить его за нами. Как мне кажется, это вполне талантливый футболист с большим потенциалом. Также в комментариях очень много дискуссий было насчет вызова Александра Коваленко и Арсена Захаряна. Хотелось бы 2 слова сказать по этому поводу. Безусловно, они пришлись бы очень кстати и усилили бы основной состав сборной Армении. Но Захарян уже давно определился, он футболист сборной России.
ходят слухи, что якобы можно оспорить ФИФА его выступление за Россию и поменять гражданство. Но думаю, такой шаг только снизит репутацию армянской сборной. Да и Захарян это не Мбаппе, чтобы идти на такие отчаянные шаги. Нужно раз и навсегда забыть о потенциальном вызове Захаряна под армянские знамена. Что касается внука легендарного Александра Коваленко из золотого поколения Арарата, то здесь есть нюанс. Коваленко-младший в свое время получил официальное приглашение в сборную Армении и отказался от него в пользу России. Затем принял участие в товарищеском матче сборной России против Киргизии, что не запрещает ему согласиться играть за Армению. Да, сейчас обстановка в мире поменялась, и уже выступление за Армению выглядит более предпочтительным. Но мне кажется, в этой ситуации футболист и его агент сами должны проявить инициативу. Хотят надеть футболку сборной Армении? Нужно связаться с Армянской Федерацией и предложить свои услуги. Не хочет человек связываться с Арменией? Бог с ним. Это точно не тот футболист, за кем нужно бегать и уговаривать. Если есть еще интересные и талантливые армянские футболисты, на которых нужно обратить внимание, пишите о них под видео. Я читаю все ваши комментарии. А чтобы видео дошло до Федерации футбола Армении, нужно, чтобы его посмотрело как можно больше людей. Для этого нужны ваши лайки, репосты в соцсетях и подписка на канал. Буду очень благодарен, если вы поддержите меня подпиской на Boosty, где можно выбирать темы для следующих выпусков. Ссылка будет указана в описании к видео. Всем большое, что нокаутен.